Это шок, провокация, вызов. Вообще не поймешь, что это. Всем привет, с вами Галя Карен, и сегодня в очередной раз я отправляюсь в путешествие. В этот раз это будет Лондон. Лечу я Ryanair. Ryanair сейчас полностью автоматизированный, только остался один человек для тех, кто не смог зарегистрироваться онлайн. И будут снимать штраф для тех, кто не смог это сделать перед тем, как приехать в аэропорт. Сам по себе перелет туда-сюда получился 250 евро. Не так уж дорого, но не так уж дешево. И в этот раз я хочу посмотреть на Лондон глазами, как если бы я была гидом в Лондоне. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, комментарии. Ну что, погнали! Если бы я была лондонским гидом, я бы сводила свою группу по нестандартным местам, когда уже все основные достопримечательности пройдены. И одно из таких мест – поместье Кенвуд Хаус, которое находится на севере Лондона. Вот такая вот банечка была у хозяев. Архитектором этого здания является Роберт Адам. Тот же самый архитектор, о котором я рассказываю в своем ролике о Шотландии. Ссылку найдете в описании. Поместье находится в такой части Лондона, я бы даже назвала это глухим лесом. Если мы пройдем дальше, здесь еще такая ухоженная часть, то дальше будет совсем уже такой достаточно лес лесной. Лорд Уильям Мюррей, который предложил отменить рабство. Лестница – это моя слабость, это вы можете заметить по всем моим роликам. Французы говорят, что модернизм начался с французских импрессионистов, а британцы считают, что модернизм начался с их Тернера. Питер ван ден Брюк. Интересно, как художники писали портреты в свое время. Очень многие, так же как, например, Веласкес, когда писал свои знаменитые «Менины», ходил по лезвию ножа. То же самое и здесь. В свое время невозможно было писать портрет улыбающегося человека. Это считалось дурным тоном. Либо ты пьян, либо ты женщина легкого поведения. То есть, когда человек показывал зубы, это вообще было нереально в портрете. То есть Ван ден Брюк здесь как раз балансирует на грани, написав портрет улыбающегося человека. Портрет Сесила Гиннесса, основателя династии Гиннессов, и леди Гамильтон. Одними из владельцев поместья были члены королевской семьи Михаил Михайлович Романов и Софья Николаевна Пушкина, внучка великого поэта. До 1666 года Лондонский мост, Лондон's Bridge, был единственным в городе. Лорд Уильям Мюррей не имел наследников, и его приемными дочерьми стали его родственницы. Но в то время было нонсенсом иметь в аристократах темнокожую девушку. Но именно лорд Уильям Мюррей стал тем человеком, который отменил рабство в Британии. Джон Сарджент. Человек, который делал портреты, и его можно назвать предвестником Бога. А это прекрасная Дейзи, американская долларовая принцесса. Музей Виктории и Альберта в Лондоне представляет выставку Эльза Скиапарелли, дерзкой и сюрреалистичной иконы моды.
Это путешествие в мир искусства, фантазии и провокаций. Элиза Скиапарелли «Мода как искусство» — это ее основной слоган. Основной конкурент Коко Шанель в 1930-е годы, основательница модного бренда, модного дома. Если Коко Шанель — это маленькое черное платье, то здесь это шок, провокация, вызов. И сегодня я на выставке в музее Виктория Альберта в Лондоне. Кстати, ровно 2 года назад здесь как раз проходила выставка Коко Шанель. Ну что, посмотрю, сравню. История Эльзы Скиапарелли — это сплошная провокация. Ее неожиданные формы и смелые идеи ломали привычки и представления о красоте. Она была полной противоположностью Коко Шанель. Шанель считала Скиапарелли чрезмерной и театральной, а Скиапарелли в ответ видела в Шанель слишком строгую и предсказуемую моду. Именно это противостояние сделало их эпоху такой яркой. Лично меня особенно поразили ее ювелирные украшения. Они выглядят как маленькие арт-объекты, в которых каждая деталь продумана и наполнена фантазией. Мне очень понравилось. Скиапарелли не боялась сотрудничать с художниками. И одним из таких творческих союзов был ее дуэт с Сальвадором Дали. Вместе они создали платье с лобстером. Также шляпа-туфля «Весна некрофила» — одна из известных работ Сальвадора Дали. Мой номер оказался небольшим, но вполне комфортным. Здесь было все необходимое. Обогрев, чайник, мини-бар. И чайник — это прям отдельный плюс. Утром можно спокойно выпить чашечку кофе или чая. Все компактно, удобно и аккуратно. При этом, учитывая цену, я ожидала чуть большего, но главное — номер новый. Никакой сырости, неприятного запаха, что для Лондона, кстати, редкость. Если бы я была лондонским гидом, не в первую очередь, но все же я повела вас в Tower of London. В Tower of London экскурсии часто проводят знаменитые гвардейцы-бифитеры. Их официальное название — Yeomanry Order. Это бывшие военные, которые сегодня охраняют Тауэр и сами проводят экскурсии. Получается очень атмосферно. Сегодня, наконец, удалось посетить лондонский Тауэр. В каждый свой визит я откладывала посещение этого места, но на самом деле это то самое место, которое стоит посетить. Оно буквально дышит историей. Основан Тауэр был в XI веке как резиденция британских королей. Короли здесь в основном жили перед коронацией. Самая мрачная часть истории Тауэра — это тюрьма. Здесь содержались высокопоставленные преступники. Здесь была казнена Анна Болейн, вторая жена короля Генриха VIII, также Гай Фокс, участник порохового заговора. Кстати, внутри Тауэра казни совершались достаточно редко. Это была привилегия высокопоставленных людей, аристократов. Простолюдины казнились за пределами Тауэра. За моей спиной, ну, я попозже постараюсь его заснять, гуляет ворон. Он очень громко каркал в течение всей экскурсии. Вороны — это отдельная тема Тауэра, отдельная легенда. Считается, что как только вороны улетят отсюда, закончится британская монархия. Поэтому к ним здесь очень хорошо относятся, за ними очень хорошо ухаживают. Сейчас Тауэр — это место хранения королевских регалий, королевской короны. Посмотрите, какой красавец. Сейчас он ничего не хочет говорить. А нет, нет. Посмотрите, как красиво. Внутри Тауэра находится небольшая, но очень значимая часовня. Часовня святого Петра в оковах. Именно здесь похоронены многие узники Тауэра, включая Анну Болейн. Это место тихое, почти скрытое от глаз, но с очень сильной и драматической историей.
Если бы я была лондонским гидом, Tate Modern тоже стоило бы посмотреть. Tate Modern — это тот случай, когда за эффектной архитектурой скрывается действительно сильная коллекция. Часто бывает наоборот. Здание впечатляет, а внутри не так интересно. Но здесь очень разнообразная и продуманная подборка современного искусства. И, конечно, это мое личное мнение, но именно здесь чувствуется смысл идеи и хороший кураторский подход. В эту мою поездку в Лондон я довольно спонтанно провожу время. После Tate Modern по Миллениум мосту я прошлась на другую сторону реки, немножко погуляла у собора Святого Павла и доехала до станции Embankment, потому что мне захотелось пройтись по Ковент-Гарден. Совершенно случайно я набрела на бар Gordon Wine Bar, и это оказался один из старейших баров Лондона. На самом деле сесть было невозможно. Понедельник вечером, внутри невозможно сесть. Чтобы сесть на веранде, тоже нужно стоять в очередь. Остались только стоячие места. Говорят, что в Барселоне в основном развита эта культура. Нет, здесь тоже. Достаточно дорого за бокальчик хорошего вина и один кусочек сыра, сервированного, я заплатила 23,5 фунта. И, кстати, да, если бы я была лондонским гидом, я привела бы своих туристов сюда. Ну вот, пожалуй, мой перекус. Сыр делис. Красиво сервирован, ничего не скажешь. Практически как полноценный ужин. Я побывала на стадионе и в музее футбольного клуба «Челси». Это уже стало моей традицией. Мне нравится посещать стадионы и музеи разных клубов и делать о них свои репортажи. Сейчас «Челси» переживает этап перестройки. Ставка на молодых игроков, новая стратегия и поиск стабильной игры. Результаты пока нестабильны, но потенциал у команды большой. И несмотря на это, «Челси» остается одним из самых амбициозных клубов премьер-лиги. Всякой уважающей себя команды при стадионе обязательно есть не только музей, но и фанатский магазин. Такой маленький, миленький музей команды при стадионе. Вообще здесь все иначе, чем во многих музеях, например, в Испании. Здесь очень деловой персонал, и, мне кажется, туристы приходят между основными событиями. Нам говорят, что будьте аккуратнее, будьте осторожнее, скоро здесь будет команда собираться. То есть стадион живой, действующий, и туристы именно появляются среди событий команды. Если быть более точной, клуб «Челси» был основан 10 марта 1905 года и с самого начала играл на стадионе Стэмфорд-Бридж. Вот так стадион выглядел в 1960 году. Рекорды прошлого: на матч 1935 года с «Арсеналом» пришло около 83 тысяч человек. Тогда игра закончилась счетом 1-1. Позже, в 1945 году, на матче с московским «Динамо» пришло 100 тысяч человек. Это рекорды прошлого. Челси всегда была крепкая, стабильная команда, но первый успех пришел команде в 1955 году. К сожалению, дальше долгие годы стабильно, но без доминирования. Зал трофеев команды. Музей футбольного клуба «Челси» очень небольшой, компактный, но очень информативный. Здесь также много интерактива, весело будет и детям, и взрослым, много трофеев, и очень мило и уютно рассказывается об успехах клуба. Сегодня «Челси» возглавляет
Энцо Мареско, который выстраивает новую игровую систему и делает ставку на контроль мяча. В команде выделяются такие игроки, как Кол Палмер, Энцо Фернандес, Мойзес Кайседо. Челси продолжает активно инвестировать в состав, подбирая команду на будущее. Итак, если бы я была британским гидом, определенно я бы повела вас в какое-нибудь местечко типа этого. В эту мою поездку я вообще стараюсь посещать аутентичные места. Вот буквально от центра я отъехала немножко, там, где находится стадион. Район называется Челси. И уже это выглядит, особенно в середине дня, пока все на работе, это выглядит уже как совершенно другая Англия. Оказавшись в этом маленьком уютном пабе, я решил попробовать fish and chips. Культовое блюдо Британии. На самом деле это не блюдо высокой кухни, считается блюдом рабочего класса, но оно должно быть тоже правильно приготовлено. Не советуют его пробовать в особо туристических местах. Кляр должен быть хрустящий. Кстати, традицию привезли еврейские мигранты из Испании и Португалии. И чипсы были всегда, жареная картошечка была популярна в Европе. Ну что, сейчас будем пробовать. Сегодня прям с удовольствием гуляю по миленьким маленьким улочкам Лондона после посещения стадиона. Вот, и за моей спиной символ, один из символов Лондона – это красная телефонная будка. И вот британское чувство юмора. Эта будка защищена, охраняется для будущих поколений. Ну, то есть мало ли что, может пригодиться нам. Интернета не будет, например. Вот сегодня прям наслаждаюсь, гуляючи не совсем по центральной туристической части Лондона. И, если честно, я заметила, что в этой широте Шотландия, Англия, когда хорошая погода, потрясающее Рене Магридовское небо, как с его картин. Сейчас отдельно поснимаю. Но стоять долго невозможно на улице, потому что добросердечные люди к тебе подходят и спрашивают, нужна ли тебе помощь. Сегодня сбрела в милый аутентичный район Лондона Хокстон. Погода прекрасная, вообще не хочется забираться сегодня по музеям, по галереям. Хочется побродить по городу. В этих районах, вот так же, как вчера я была в Челси, не так много туристов по сравнению с центром города. И здесь уже даже другие цены, очень симпатичные, аутентичные места. Небольшое наблюдение. В Лондоне очень много мест находится за закрытой дверью, будь то галерея, не всегда можно попасть в галерею прямо с улицы, будь то учебное заведение. И пока ты не достучишься туда или не позвонишь, в принципе, не войти. Вот, например, вот эта вот неприметная дверь в симпатичном особнячке за моей спиной, это Institute of Art of Sotheby's. Казалось бы, да? Но, в принципе, вообще пока сюда не постучишься или кого-то не спросишь, вообще не поймешь, что это. Вот такое просто наблюдение. Вчера со второй попытки у меня получилось попасть на мюзикл «Книга мормонов», «The Book of Mormon», о чем я совершенно не жалею. Абсолютно. Очень рекомендую. Веселый мюзикл, местами где-то даже чуть пошловатый, но не так это ужасно. И на самом деле очень весело. В принципе, рекомендую всем сходить на этот мюзикл, если будете в Лондоне. Идет в театре принца Уэльского. Если честно, Генри Мур не совсем тот художник, который меня прям радует, и я сильно люблю его. Но, если честно, коллекция в Tate Britain очень-очень вдохновляющая. Сейчас покажу. Я не знаю, почему-то меня прям сильно вдохновила вот эта вещица. Кстати, очень хорошо сделана.
Если честно, прям фантастические работы. Очень, очень. Слушайте, выглядит так просто, но ведь додумываются же художники. Очень классная коллекция в этом зале. Обожаю такие вещи. И, кстати, мне очень нравится вот такого рода скульптура. Сейчас она называется Recycle Sculpture. И такой скульптурой хорошо владел Пабло Пикассо. Он был один из пионеров этого направления. В Тейт-Бриттон проходит временная выставка, коллекция, привезенная из других мест. К сожалению, на нее попасть мне не удалось, потому что нельзя это делать в последний день, в последний момент. Все-таки в Лондоне на некоторые выставки лучше бронировать билеты заранее. Ну и постоянная экспозиция тоже очень неплоха. Тернер — человек, который повлиял на свое поколение. Он вдохнул новую жизнь в искусство пейзажа и в 19 лет уже считался блестящим живописцем. Стиль Джозефа Тернера — это прежде всего свет и атмосфера. Его живопись почти растворяет форму, превращая пейзаж в поток цвета, тумана и движения. Он работает не с деталями, а ощущением, передает воздух, свет и стихию. И очень часто, кстати, по его работам учатся акварелисты. И напоследок, если бы я была лондонским гидом, я вас привела бы в отель Kingston Fitzroy отель, выпить чашечку кофе, посидеть в тишине. Отель был открыт в 1900 году и сам по себе является уже историческим памятником Лондона. Построил его архитектор Чарльз Фицрой Доул в викторианском и эдвардианском стиле. Он привлекает внимание еще издалека. Декоративная терракота, статуи королев, находится около Рассел Сквер, в котором можно прекрасно погулять, если не хочется никуда торопиться. Зайти сюда необходимо, чтобы посидеть в тишине от городской суеты, избежать толп туристов, помечтать, подумать, выпить чашечку кофе, съесть десерт. Это напоследок. Закончилась моя прекрасная поездка в Лондон. Я уже в Барселоне. Мечтаю поехать еще. Очень мне все нравится, понравилось. С вами Галя Карен. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки, комментарии. Не забывайте писать, о чем бы вам хотелось еще узнать. И пока-пока. До новых встреч.